Если вы смотрите это видео, значит перед вами раскрывается нечто удивительное. Мне удалось совершить невероятное путешествие во времени, и я оказался в 1966 году. С помощью нашей уникальной машины времени я попробую провести один день в городе Баку и передать вам атмосферу этой эпохи. Загадочной атмосферой наступает утро в Баку 1966 года. Постепенно тухнут последние светящиеся точки вечерних фонарей, а город начинает просыпаться от ночного сна. С самого утра грузовики с водой чистят улицы города, придавая им свежесть и новизну. Фонтаны, несмотря на летнюю жару, словно танцуют под палящим солнцем, создавая волшебное ощущение прохлады. Улицы города оживлены, населены множеством людей, каждый из которых несет свою историю. Бакинцы наслаждаются не только квасом из колесных бочек, но и газировкой из автоматов. Стоят в очередях, записываются на пятитомник Ильфа и Петрова, копят на цветной телевизор, мечтают о трехкамерном холодильнике ЗИЛ-65. В этой суете можно заметить, как люди поглощены чтением советской прессы, стремясь оставаться в курсе последних событий. Проанализировав прессу 60-х годов, необходимо подчеркнуть ключевые темы, о которых активно говорят горожане. В период 1961 года в СССР были введены новые денежные единицы, в то время как в 1962 год стал свидетелем повышения цен на мясо и масло. Отметим также, что начиная с 1964 года женский день 8 марта получил статус выходного дня. В гордость горожан входят выдающиеся личности, такие как певец Муслим Магомаев, физик Лев Ландау и разведчик Рихард Зорге. Необходимо отметить, что Рихарду Зорге в 1964 году было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Движение транспорта сильно отличается от нашего времени. Машин на дорогах гораздо меньше, а на улицах можно заметить женщин-водителей троллейбусов, мастерски управляющих своими маршрутами.
На улицах появляются первые советские микролитражки «Горбатые запорожцы», ЗАЗ-965. После полудня ритм города значительно замедляется, горожане идут на обеденный перерыв. Сейчас Баку самый разгар лета. Жители пытаются бороться с жарой как могут. Незаменимыми в такую погоду становятся поездки на море. Этот знаменитый бакинский ветер. Город ветров всегда находит способ доказать свое название. Сказочный старый город выглядит еще более аутентичным, как будто время замедлило свой бег. Отсутствие современных реставраций создает ощущение времени, остановившегося в прошлом.
Молоканский сад и парки города кажутся оазисами зелени. К сожалению, мы не можем передать вам это в цвете, но атмосфера все равно впечатляет. Особенное внимание заслуживает комплекс памятников 26 бакинским комиссарам. Мастера создали невероятно детализированные персонажи, восхищая своим искусством. Так же, как и в наше время, в городе идет строительный бум, способствующий его развитию и росту. Пятиэтажные панельные дома стали самыми массовыми типовыми сооружениями. Предполагалось, что их срок годности 25 лет, однако многие бакинцы живут в хрущевках и в наше время. Среди жителей ходит легенда, которая гласит, легендарный мэр Баку Али Шлемберанский очень хотел порадовать главу государства Никиту Хрущева и к его приезду, помимо всего прочего, устлал улицу Джапаридзе и площадку перед памятником Натаван разноцветными бетонными плитами. Такое новшество понравилось первому секретарю ЦК, но узнав, во сколько такая радость обошлась государству, он пришел в неистовство. А бакинцы прозвали эту площадку «Миллион за улыбку». Атмосфера города пропитана любовью. Повсюду можно встретить влюбленные пары, которые не замечают скоротечности времени. С приходом сумерек город приобретает особенную ауру, мистическую и загадочную. Особенно это заметно на парапете, месте, где время кажется остановившимся, а прошлое манит своими тайнами. Вот и заканчивается наше увлекательное путешествие во времени. Надеюсь, что вы насладились этой уникальной возможностью заглянуть в прошлое. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь своими впечатлениями. И кто знает, может быть, в будущем мы еще раз сможем вернуться в прошлое. До следующего видео.